Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как заменить заднюю дверь на автомобиле Ford Focus Electric. Такая же дверь находится на всех автомобилях Ford Focus третьего поколения. Проблема с задней правой дверью возникла из-за бокового удара. Сбоку задней двери можно хорошо видеть это повреждение, выгиб. И убрать его без рихтовки и покраски вряд ли получится. Но это будет стоить как такая же дверь БУ. За эту же сумму, около $200, можно приобрести новую или бэушную дверь от Ford Focus третьего поколения. Я ее уже приобрел. Она идеальная. Здесь нет никаких царапин, вмятин, поэтому новая дверь есть новая. Единственное отличие, что на Ford Focus Electric находятся сенсорные ручки, а на обычном Ford Focus третьего поколения обычные, механические, поэтому придется переставить старую ручку на новую дверь. Также может возникнуть проблема с картой двери. У меня она бежево-черная, тогда как на большинстве Ford Focus третьего поколения она черная, поэтому мы ее заменим, но устройство ее одинаковое. Для начала необходимо снять старую дверь, но для этого в первую очередь необходимо отключить питание аккумулятора, чтобы клеммы, которые находятся на двери, при демонтаже не подгорели. На этом автомобиле Ford Focus Electric есть аккумулятор 12-вольтовый, который отвечает за всю электронику, а также за опускание и поднятие стекол. Поэтому желательно его отключить перед проведением работ по замене дверей. Теперь нам осталось снять старую дверь и поставить новую, а после этого начнем переборку всей новой двери. В первую очередь, используя звездочку TX40, необходимо открутить болт ограничителя к корпусу. Болт здесь имеет такой внешний вид, и стараемся его не потерять. На следующем этапе необходимо открутить два болта крепления завесов к дверям, так как на новых дверях у нас завесов нет. Болт здесь довольно длинный и надежный. Теперь можно вынуть разъем подключения электроподъемников и замка. Делаем все аккуратно, чтобы разъем не поломать, он очень здесь нежный. Здесь есть резиновые зацепы, аккуратно отжимаем его и отключаем от системы. Вынимаем все в сборе из двери. Теперь необходимо отсоединить разъем подключения электропакета. Для этого нажимаем на язычок и вынимаем сам разъем из своего места. Аккуратно снимаем дверь, чтобы ничего не повредить. Дверь можно снять со своего места. Вот, после снятия двери видны навесы. Желательно, конечно, было бы открутить эти болты, если бы у вас была эта часть на новых дверях. Но у меня ее нет, поэтому придется прикрутить на эти навесы новую дверь и снова выставить зазоры, чтобы все было идеально. Вот видите новую и старую дверь. Цвет их полностью идентичен, что говорит о хорошем качестве покраски и хорошей краске, которая не выгорает со временем. На следующем этапе нам необходимо разобрать
новую и старую дверь и поставить компоненты друг на друга. Я для этого воспользуюсь небольшим набором для разборки обшивок двери фирмы Intertool. И заодно посмотрим, как он работает. В первую очередь необходимо снять эту небольшую круглую заглушку под ручкой. Для этого я воспользуюсь такой лопаткой пластмассовой и небольшой металлической плоской отверткой. Нажимаем с передней стороны пластмассой, поддеваем металлической отверточкой. Вот заглушка имеет такой внешний вид. Затем с помощью торсиона TX25 откручиваем болт под этой заглушкой. Болт имеет такой внешний вид. Затем с помощью такой плоской лопатки снимаем ручку. Для этого поддеваем лопаткой в этом углу ручку до отстегивания защелок. Хорошо поддеваем, снимаем эту крышку, отсоединяем привод стеклоподъемника. Вот здесь такая ручка со своим приводом стеклоподъемника. Откручиваем два шурупа. Шурупы здесь стандартные, такие же, как и верхние ручки. И используя лопатку из набора, отщелкиваем карту задней двери. И после этого снимаем эту скобу, задвигаем в сторону и вытягиваем тросик с ручки двери. Также у меня есть небольшой динамик пищалка, который необходимо отключить от электроцепи. Вот карта двери снята. Как видите, все пистоны остались на своих местах, тогда как на Славуте и Таврии они сразу отлетали при снятии дверной карты. После этого я с помощью ключика на 5,5 сниму музыкальный динамик нижний. Отключаем его от разъема. Вот, динамик снят. После этого мы отсоединяем весь шлейф, который идет на дверь. Для снятия всех шпилек я воспользуюсь такой лопаткой с набора. После этого откручиваем все болты крепления механизма сенсорной ручки. Осталось отсоединить все шлейфы и можно вынимать всю косичку проводки. Вот сам механизм. Теперь снимем всю теплоизоляцию. Вот слой теплоизоляции снят. Теперь я сниму грязеизоляцию с другой двери. После этого я покажу, как снять ручку задней двери. Для этого необходимо вынуть эту заглушку черную с помощью плоской отвертки. Вот она такая, пластмассовая, старайтесь ее не поломать. Теперь берем звездочку и откручиваем в торце один болтик, который крепит вот эту часть ручки до того момента, пока она не начнет уходить со своего места. Вот она легко вынулась. Как видите, болтик находится вот в этом месте. И он прижимает ее от
выскакивания. Теперь ручку тянем на себя и вынимаем вверх. Вот в таком положении. Внутри ручки находится механизм сенсорного открытия. Необходимо ее раскрутить, достать его и переставить ручку на новую дверь. Теперь разбираем ручку и достаем из нее сенсор. Здесь есть два болтика, один снизу, второй сбоку. После этого разбираем ручку. Вот сенсор, который необходимо вынуть. Для снятия замка двери необходимо крутить один шуруп спереди. Здесь он под звездочку. Имеет такой внешний вид, короткий, черный. Теперь откручиваем эти три болта крепления замка. Снимаем шлейфы подключения. Вот я снял два замка с обоих дверей. Как видите, один сенсорный, второй обычный. Они немного отличаются, но места крепежей для них одинаковые. И после этого мы снимем мотор стеклоподъемника. Для этого откручиваем раз, два, три шурупа. Для отсоединения стекла от планки стеклоподъемника необходимо нажать лопаткой плоской задней стороны, и оно выйдет со своего отверстия. После этого можно вынимать стеклоподъемник со своей планкой. После этого вынимаем планку стеклоподъемника с двигателем. Здесь нет ничего сложного. Как видите, разъемы стеклоподъемников также отличаются, поэтому придется переставлять их тоже. После этого мы демонтируем шлейф со старой двери. Шлейф имеет такой внешний вид, и он намного отличается от старого шлейфа. На новых дверях технологические отверстия заклеены таким скотчем. Мы их снимем, потому что здесь будут крепиться детали. Установлю на свое место резиновые прокладки, которые были сняты. И подключаем сенсор в ручку. И после этого устанавливаем ответную часть ручки на свое место. И закручиваем сбоку. И устанавливаем на место заглушку болта внешней ручки. После этого приступим к демонтажу стекла. Для этого опускаем стекло до упора вниз. Снимаем наружный уплотнитель, тем более он блестящий, а на старой модели обычный черный. Затем лопаткой из набора необходимо демонтировать эту пластину. Здесь есть клипса, ее необходимо отщелкнуть и
отщелкиваем все клипсы, которые идут по периметру этой пластины. Затем отодвигаем боковой уплотнитель стекла и находим под ним вот такие 3 головки болтов. Откручиваем головкой TX20 эти 3 болта. Поддеваем небольшой зацеп, который находится с одной стороны, и выводим все пистоны из зацепа. И снимаем эту пластинку на себя. Она имеет такой внешний вид. И после этого можно вынуть стекло наружу. Вот это отверстие на стекле, куда вставляется разъем стеклоподъемника. Оно фиксирует его от проскальзывания. После этого ставим на свое место стеклоподъемник. Для этого подключаем его к разъему. Теперь вставляем на свое место стекло двери. Теперь ставим на место боковую пластину. И после этого прикручиваем 3 шурупа крепления этой панели к дверям. Затем ставим на место наружный уплотнитель стекла. И ставим на место верхнюю пластину двери. После этого мы прикручиваем на место блок управления дверью. Прикручиваем на место музыкальный динамик. И после этого попробуем поставить на свое место новую дверь. И после этого мы прогреем феном и установим на место пылезащиту. Теперь можно устанавливать на место карту двери. Закручиваем все шурупы крепления карты двери. И
подключаем ручку стеклоподъемника. И после этого можно ставить на место заглушку болта двери. Здесь она имеет такие выступы, поэтому совмещаем их с разъемами и вставляем на свое место. Вот она на своем месте. Вот дверь установлена. Теперь можно проверить, как работает стеклоподъемник и сенсорный замок. Включаем зажигание автомобиля и проверим работу стеклоподъемника. Стеклоподъемник работает четко и без заеданий. Теперь проверим работу сенсора. Закроем машину и пробуем его открыть через ручку. Закрываем и пробуем открыть. Ручка работает, все открывается. И вот работа по замене задней двери закончена. Осталось только взять ключ рожковый на 13 и подрегулировать зазоры двери, чтобы не было выступов и впадин. Сейчас видно, что верхний зазор я угадал, и перепадов высоты между передней и задней дверью нету. Тогда как внизу есть небольшой перепад между передней и задней дверью. Она немного выступает. Необходимо подрегулировать навесы, как на мебели. Для регулировки двери необходимо открыть дверь и ослабить болт верхний, если верхняя часть не в порядке, или нижний, который я откручивал. Я немного ослаблю нижний болт, примерно на полоборота, и подвину его, дверь, на себя, немного внутрь. На завесах есть такой вырез горизонтальный, что позволяет регулировать дверь в одну или другую сторону, соответственно, наружу или внутрь. Я сейчас немного подвину их внутрь, буквально на полмиллиметра. И после этого можно затягивать регулировочный болт. Если вы не уверены в регулировке, затягивайте его не сильно. После этого закрываем дверь и проверим расположение двери. Как видите, сейчас уже перепад высот исчез, вверху не нарушился, значит можно окончательно затягивать регулировочные болты на дверях. Вот моя старая дверь. Как видите, она имеет такие вмятины, загиб внизу и пойдет на запчасти. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как разобрать и заменить заднюю дверь на автомобиле Ford Focus 3. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки. Будьте с нами. Всем пока.